Привет, меня зовут Воронкова Юля. В этом видео я покажу, как приготовить самый беспроблемный настоящий зефир без сахара. Если все делать по рецепту, у вас он точно получится. Для этого рецепта подойдут абсолютно любые ягоды и фрукты. Сначала подготавливаю ягодное пюре. У меня будет вишневое. Для этого 80 граммов размороженной вишни просто измельчаю погружным блендером. Пюре перекладываю в сотейник. Наливаю 50 мл воды. Добавляю 100 граммов эритрита. Пачку агар-агара, здесь 7 граммов. Если не очень доверяете производителю, то добавьте 10 граммов. А если у вас более профессиональный агар силой 900, то достаточно будет и 5 граммов. Также можно добавить пару капель вишневого ароматизатора, если есть. Ставлю сотейник на средний огонь и довожу до кипения. Затем убавляю огонь и периодически помешивая кипячу еще примерно 4 минуты. Масса должна немного загустеть и стекать тонкой струйкой с лопатки. В большую сухую миску добавляю белок одного яйца. Добавляю щепотку лимонной кислоты и треть чайной ложки ксантановой камеди. Взбиваю миксером до пышной пены. Все это необходимо проделать, пока варится сироп. В начале взбивания ксантановая камедь может образовать комочки, но это не страшно, так как при добавлении сиропа все растворится. Во время взбивания тонкой струйкой вливаю очень горячий сироп. Если у вас так же, как у меня, нет стационарного миксера, который взбивает без вашего участия, то лучше попросить кого-нибудь из домашних, чтобы помогли влить сироп, но можно справиться и самостоятельно. Продолжаю взбивать массу, чтобы она еще больше загустела. У меня это заняло около 2 минут. Но это время сильно зависит от температуры на кухне. У меня сейчас очень жарко. Если у вас довольно прохладно, то соответственно время уменьшается. Следите за тем, чтобы масса не слишком загустела, но при этом держала форму. Примерно как хорошо взбитые жирные сливки. Для отсадки зефира я буду использовать кондитерский мешок с насадкой крупная звездочка. Для удобства кондитерский мешок вкладываю в высокую емкость. Все это лучше подготовить заранее. Очень быстро перекладываю зефирную массу в мешок. Каждую зефирку отсаживаю по спирали в 2 ряда, но можно сделать любой формы. Самое главное, всю процедуру нужно проделать очень быстро, чтобы агар не успел застыть еще на этапе отсадки, особенно если на кухне прохладно. Я только-только отсадила, а первый зефир уже застыл, но все равно оставляю его на час, чтобы консистенция стала более плотная. Из этого количества у меня получилось 7 сдвоенных зефирок, то есть 14 половинок. Склеиваю половинки и можно есть. Зефир получается не липкий, поэтому присыпать ничем не буду. Хранить лучше в холодильнике, в контейнере или пакете. Кстати, полежав в холодильнике, он становится еще вкуснее. На мой взгляд, этот зефир максимально похож на настоящий, только не такой сладкий и присутствует холодок от эритрита. Если вам откликается мое творчество, вы можете оказать поддержку этому каналу, оформив спонсорство, а также поставить лайк и подписаться на канал. Приятного вам аппетита!